Самое главное, что нужно знать про эустому. Эустома прорастает на свету. То есть почему у нас поверхностный посев? Не потому что они там какие-то маленькие, тоненькие, не прорастут и так далее. У эустомы сигналом к прорастанию является солнечный свет. Ну, вообще свет. Поэтому после того, как мы их сейчас посеем, мы поставим этот контейнер на самое светлое место. Либо под лампу, если у вас такой регион, где мало солнца. В связи с этим нам не подойдут контейнеры с какими-то цветными непрозрачными крышками. Нужны контейнеры именно с прозрачными крышками. Может быть любой использованный контейнер, там из-под сладостей и так далее. Что я делаю? Я их ставлю вот в такой поддон. Почему? Потому что я поливать буду не сверху, хотя сверху тоже могу поливать, я потом покажу чем. Но в основной своей массе, если мне понадобится полив, я буду наливать вот сюда в контейнер воду, и она будет впитываться вот сюда. Ну, пропитывать снизу будет проходить вода, и таким образом у меня грунт будет постоянно влажный. Что я делаю? Я делаю для этого надрезы, разрезы вот здесь по бокам. Не вот здесь дырки, чтобы не выходил туда грунт, а именно сбоку надрезаю. Все сейчас также надрежу. Дальше вот у меня те самые крышки. Я беру маркер, который не стирается, и напишу сейчас название. Эти контейнеры потом с этими же крышками, несмотря на то, что маркер не стирается, вы можете использовать под другие культуры. Ну, например, под перцы. Перцы я тоже высаживаю в общий контейнер. Можно будет также подписать, ничего страшного. Принцесса Эльза, таких не существует. Перцев, либо томатов, если вы высаживаете в общий этот. Поэтому эти крышки, ничего страшного, можно несколько раз использовать. Еще такой момент. Я обычно вот эти пакетики пустые не выбрасываю до последнего. То есть они у меня весь сезон. Я отдельно делаю сумочку. И все, что посеяла, оставляю в этой сумке. Пустые пакеты. Для того, чтобы потом посмотреть, как должен был выглядеть этот цветок или этот овощ. Потому что потом каждый раз залазить в интернет, ну, у меня нет времени. Поэтому мне легче сделать так. Так. Махровая пишу. Махровая F1, принцесса Эльза. Взяла, наполнила грунтом. Смотрите, смачиваю грунт, и мне его нужно смочить до полного намокания, чтобы он полностью намок. Вот здесь это видно. Дальше. Вот у меня вот такая груша детская маленькая, которой я поливаю. Когда у меня всходит лобелия, лобелию я высеваю такими куртинками, тоже в общий контейнер, но такими кучками. И вот чтобы не сбить посевы, всходы вернее, я между куртинками вот так вот поливаю аккуратненько вот этой вот грушей. Не брызгаю, не слейки вот с такой, а именно вот из такой маленькой игрушки. Возьмите на вооружение, если не знаете. Даже с шприца не так сильно получается, не так удобно, потому что шприц все равно как-то резко нажимается. А вот это вот прям по капельке можно выкапывать. Очень удобно. И удобрять тоже прям по капельке, если маленькие всходы. Дальше, для эустомы не берите, пожалуйста, слишком глубокий контейнер. Вот контейнер на 2 пальца будет вполне достаточно. Почему? Потому что эустома очень долго развивается, и корневая система очень долго будет заполнять вот это пространство. И грунт начнет засаливаться и плесневеть. Поэтому лучше возьмите небольшой объем грунта, а потом мы будем переваливать. Эустома нормально относится к перевалкам, к пересадкам, то есть ей все нормально. Тем более у нас еще достаточно времени, чтобы ее корневая вполне хорошо развилась. Делайте грунт на достаточном расстоянии, то есть где-то сантиметр оставляйте от верха, чтобы когда мы с вами закроем крышку, было место для всхода, потому что мы будем держать эти всходы под крышкой, ну, некоторое время, недели 2, наверное, после того, как они взойдут, для того, чтобы они сильно не пересыхали. Вот так вот прикроем, чтобы воздух проходил, но чтобы они не пересыхали, чтобы часто нам не поливать и не сбить эти всходы, они очень нежные. Дальше. После полива, после того, как мы увлажнили грунт, я его немножечко вот так притаптываю. Можете делать это чем угодно. Не надо делать асфальт очень грубый, но не должно быть таких провалов, чтобы у нас семечко наше не завалилось и не провалилось. Потом мы берем с вами какую-то тарелочку. Желательно, чтобы это была темная тарелка. Почему темная? Объясню сейчас. Потому что семена
дрожжированные. И обычно, как правило, они либо белого, либо желтого. Короче, такого яркого, либо там светло-зеленого, желто-зеленый такой цвет, знаете. Сейчас мы посмотрим, какие у меня. Ну, вот здесь вот белые, например, чтобы не перепутать. В основном белые и желтые бывают. Поэтому возьмите тарелку темного цвета. Вот смотрите, беру вот такую тарелку. И вот сюда в центр, ну, желательно небольшое блюдечко, я сейчас высыплю свои семена. Так, аккуратно, они сильно магнитятся и разлетаются. Потом их не найдешь. Поэтому очень аккуратно высыпаем. Так, все, 5 семечек. Смотрите, вот так хорошо видно белые семена на темном блюдце. Поэтому берите темное, непрозрачное, какое-то глиняное блюдце. И сейчас посмотрим, какого цвета остальные будут семена. Беру зубочистку, мочу ее в воде, сейчас покажу, и выкладываю семена. Итак, вот немножко намочила, чтобы только зацепить семечко. Вот на мокрое хорошо прицепляется и никуда у вас оно не падает. Переносим на землю. Все. Так, также сейчас остальные. Ой, вот видите, нельзя сильно нажимать, просто прикасаться. Я вот так в шахматном порядке, чтобы им потом было достаточно места, чтобы расти. Не вдавливаем грунт. Сейчас единственное, что мы сделаем, это чуть-чуть нежно побрызгаем водой. Ничего, вот, девочки, я ничего не расковыриваю, если честно. И все у меня всегда прорастает. Потому что вот этот специальный фунгицид, который дает обработку семенам. Так, вот они, видно все их семена. Сейчас мы маленький прыск делаем, не тонким. Сначала проверьте в сторону, чтобы был тонкий напор. Вот так. Раз, два, три. Все. Только для того, чтобы немножко сверху смочить семена. Ничего ковырять я не буду, потому что есть опасность того, что можно сковырнуть семечко. Оно у вас останется на зубочистке. Вы даже этого не заметите. Оно такое микроскопическое. На самом деле уже сейчас видно, что начинает потихоньку растворяться. Видите, как быстро? Вот здесь вот уже растворяется оболочка. Поэтому я не вижу смысла. Вот уже потекла. Вот здесь оболочка. Не вижу никакого смысла ковырять. Это мое мнение. Вы сами думаете, как делать. Но вот я говорю, что у меня все получалось. Так, сразу же кладу крышечку, чтобы не перепутать, что у меня здесь. И высаживаю остальные. Все, и устомки мои посеяны, вон они видно. Завтра к утру они нормально растворятся все и начнут уже там прорастать. Ставим на свет, как я сказала. Будем в реальном времени следить. Сегодня у нас 6 декабря. В реальном времени будем следить за тем, как они прорастут. Пакетики складываю отдельно. А завтра я посею огурчики на домашний огород. Вот такой перчик. И будем сажать колеусы. Ну что, начинается огородный сезон. Поздравляю вас!